Lina — это пятизвездочный гибридный бафер, который специализируется практически на всем. Вместо того, чтобы быть ориентированным на один архетип или тип урона, Lina функционирует как настоящий универсальный поддерживающий персонаж, и она преуспевает в этой роли до такой степени, что это трудно переоценить. За исключением нескольких персонажей, которые тесно связаны с конкретными партнерами, таких как Лупа для большинства Fusion DPS, Чиакона для Картетии или Фиби для Зани, Lina способна буфить почти всех основных DPS в игре и делает это чрезвычайно эффективно. В дополнение к широкому охвату буфов, она также наносит приличный урон, благодаря чему ее время на поле никогда не пропадает зря. Хотя это не делает Лину основным DPS, ее сила заключается в том, что она является вторичным буфером с уроном, и в этой роли она приносит исключительную пользу практически любому аккаунту. При правильной игре она является одним из самых гибких и эффективных персонажей, доступных в настоящее время. Чтобы раскрыть всю ее ценность, необходимо понимать ее полный набор умений, поэтому давайте разберем, как она на самом деле работает. Ключевые механики и геймплей. Геймплей Лины основан на управлении тремя ресурсами форте — Overflow, Lumiflow и True Color. Overflow в основном генерируется с помощью ее вступительного навыка, дополняемого либо короткой серией базовых атак, либо одним резонансным навыком. Как только Overflow полностью накоплен, Lina может использовать заряженную базовую атаку под названием Spark Collision, которая переводит ее в состояние Lumiflow. Lumiflow пассивно восстанавливается со временем и не может быть ускорено другими действиями. Однако его можно мгновенно пополнить, полностью зарядив Spark Collision до максимальной стадии, что требует нескольких секунд непрерывной зарядки. Когда Lina достигает 40 Lumiflow, она получает доступ к прыжковой атаке под названием Полихромный прыжок. Каждый полихромный прыжок дает один стак True Color, максимум до 3. Эти стаки затем расходуются для применения мощной атаки Лины в воздухе, Visual Impact, которая всегда завершает ее ротацию. Этот цикл — накопление Overflow, переход в Lumiflow, выполнение полихромных прыжков и завершение Visual Impact — определяет всю структуру игрового процесса Лины. Резонансное освобождение Лины состоит из двух частей, но на практике стоит использовать только первую часть. Она наносит почти весь урон освобождения, мгновенно применяет свои усиления и незначительно продлевает время ее пребывания на поле. Вторая часть неэффективна и обычно пропускается. Для оптимального времени работы ультимативная способность Лины обычно применяется сразу после ее вступительной способности, обеспечивая максимальный охват усиления для следующего персонажа в ротации. Режимы Tune Break, Rapture, Versal, Strain. Вне боя Lina свободно может выбирать между двумя режимами Tune Break на своей вкладке Forte. После начала боя будет активен только выбранный режим. Tune Rapture добавляет дополнительный урон при каждом срабатывании навыка Tune Break. Tune Strain увеличивает получаемый урон, что выгодно для персонажей, которые могут на это реагировать. Некоторые персонажи, такие как Морни, могут взаимодействовать с обоими эффектами, либо активируя дополнительный Rapture самостоятельно, либо извлекая пользу от увеличенного урона, получаемого от Strain. Этот выбор позволяет Лине адаптироваться к потребностям команды, даже если сам режим должен быть выбран до начала боя. Кого и как усиливает Lina? Lina предоставляет необычайно широкий и эффективный набор усилений. Навык Outro — 15% усиления урона всех типов, 25% усиления урона Liberation. Применяется к следующему персонажу и стекает при смене. Резонансное освобождение. 24% бонус урона всех типов для всей группы. Visual Impact. 40 очков Tune Break Boost для всей группы. Echo Set. 30% ATK. 10% бонус урона всех типов следующему персонажу через Outro. Фирменное оружие. До 24% бонус урона всех типов для всей группы. При полном накоплении это дает 58% бонус урона, 30% ATK, 15% усиления урона всех типов и 25% усиления урона Liberation, применяемого к одному персонажу. Важно отметить, что Lina не нуждается в своем фирменном оружии, чтобы эффективно действовать. При использовании Static Mist, одного из постоянных пистолетов, она обменивает 24% бонус урона на 10% ATK, разница, которая приводит к незначительной потере общего урона команды. Это делает ее чрезвычайно удобной для F2P. Руководство по сборке Лины.
Лина лучше всего подходит для гибридной сборки Spectra Sub DPS, в которой она сочетает в себе сильный личный урон с одними из самых универсальных бафов в игре. Хотя ее можно использовать в качестве main DPS, ее максимальная общая ценность заключается в том, что она помогает другим наносить урон, при этом сама нанося значительный урон. Мы рассмотрим обе сборки, начиная с ее оптимальной конфигурации. Гибридный DPS-персонаж рекомендуется. Это основная и наиболее эффективная роль Лины. В этом варианте она наносит отличный личный урон, одновременно значительно усиливая урон следующего персонажа благодаря своим эффектам Outro, Ultimate, Echo Set и Forte. Лучшее оружие. Spectrum Blaster. Лучшее в слоте. Phasic Homogenizer. Static Mist. Solar Flame. Примечательно, что Static Mist остается чрезвычайно конкурентоспособным вариантом. Набор эко. 5-предметный Pact of Neon Light Leap. Основной эко — Геватия. Этот набор предоставляет сильные, сразу применимые бонусы, которые идеально соответствуют короткому, но высокоэффективному времени пребывания Лины на поле. Приоритет основных характеристик эко. 4. Crit Rate или Crit Damage. 3. Spectra Damage бонус или восстановление энергии. 1. Обе — процент атаки. Приоритет второстепенных характеристик эко. Crit Rate, Crit Damage сначала. Атака процентная, восстановление энергии, бонус базовой атаки по возможности. Фиксированная атака тоже хороша, но не так важна. Лина особенно хорошо сочетается со статами крит и урон базовой атаки, так как большая часть ее урона исходит от форта и способностей, основанных на базовой атаке. Лина получает наибольшую выгоду от крит, спектра дэмэдж и атаки. Старайтесь обеспечить их с помощью основных характеристик, затем усильте с помощью субстатистик. Восстановление энергии важно для стабильности ротации, но она не требует чрезмерных вложений. Около 120% ER достаточно для плавного игрового процесса. DPS-билд через базовую атаку опционально. Лина может выступать в роли основного DPS благодаря своим самоусилениям и солидному масштабированию урона. Однако эта роль более нишевая и в целом уступает ее гибридной сборке с баффера, если только вы специально не хотите, чтобы она была основным источником урона. Лучшее оружие. Spectrum Blaster. Phasic Homogenizer. Static Mist. Solar Flame. Приоритеты оружия остаются неизменными по сравнению со сборкой Sub DPS. Набор эко. Сет из 5 предметов Rite of Gilded Revelation. Основное эхо Геватия. Этот набор направлен на максимизацию личного урона Лины, а не на усиление команды. Приоритет основных характеристик эко. 4. Crit Rate или Crit Damage. 3. Spectra Damage бонус или восстановление энергии. 1. Обе — процент атаки. Приоритет второстепенных характеристик эко. Crit Rate, Crit Damage сначала. Атака процентная, восстановление энергии, бонус базовой атаки по возможности. Фиксированная атака тоже хороша, но не так важна. Приоритеты характеристик остаются такими же, как и в билде Sub DPS, так как профиль урона Лины не меняется. Лучшие команды для Линая. Сила Линая как универсального гибридного буфера позволяет ей органично вписываться в различные типы команд. Она показывает наилучший результат в составах, которые полностью используют ее бафы от Outro, усиление урона через Liberation и поддержку Tune Break, одновременно принося значительный личный урон. Ниже представлены самые сильные и практичные варианты команд с Линая. Команда Солнце и Луна. Августа, Иуно, Линая. Эта команда одна из лучших для Линая. В отличие от вариантов с Shorekeeper, Линая обеспечивает значительно более сильные офенсивные бафы, при этом нанося собственный урон. Хотя команда теряет часть устойчивости, лечение и щиты Иуно вместе с самозащитой Августа достаточно, чтобы держать состав стабильным. Сила команды заключается в синергии Outro, когда бафы одного персонажа естественно усиливают следующего. Линая Иуно плюс 15% ко всем типам урона плюс 25% к Liberation DMG. Иуно Августа плюс 50% к Heavy Attack DMG. Августа Линая плюс 15% ко всем типам урона. Это создает эффективный цикл бафов с минимальными простоями. Команда с основным ДПС через Liberation. Иуно, Линая, Shorekeeper.
Любой ДПС, ориентированный на Liberation, получает огромную выгоду от Линая благодаря плюс 25% к Liberation DMG на Outro и ее бафам ко всем типам урона. В этой конфигурации Иуна выступает главным керри, поддерживаемым Линая и Shorekeeper. Эта сборка также подходит для других Liberation ДПС, таких как Сянли Яо или Кальчара. Команда с основным ДПС через Линая. Линая, Сянли, Shorekeeper. Эта команда создана для максимизации урона Линая через Basic Attack. Сянли идеально подходит, Или можно заменить на Санхуа. Но тогда основным ДД будет Лине. а Shorekeeper обеспечивает устойчивость и универсальное усиление урона. Также Лине может бафнуть своим аутро Кальчара. Как играть за Линей, геймплей и механики. Линей построена вокруг короткого, но максимально насыщенного окна нахождения на поле. Ее задача — быстро войти в бой, накопить ресурсы, нанести урон, раздать несколько уровней бафов и выйти, усиливая следующего резонейтора. Она не предназначена для долгого онфилда. Ее сила в четко выверенной последовательности действий, где форте-ресурсы конвертируются в урон и командную ценность с минимальными потерями по времени. Ротация всегда начинается с интро-скилл, который сразу дает 100 очков оверфлоу, наносит урон и накладывает фотохромик флукс на врагов. Фотохромик флукс применяет либо Tune Rupture, либо Tune Strain, в зависимости от режима, выбранного заранее через уникальную механику Линей Spectral Analysis. Этот выбор делается вне боя, в Character Skill меню, и не может быть изменен во время сражения. Tune Rupture создает дополнительные инстансы урона во время Tune Break, тогда как Tune Strain увеличивает максимальное количество его стаков и повышает урон Линей в зависимости от общего Tune Break Boost команды. Эта система, добавленная в версии 3.0, позволяет Линей гибко подстраиваться под конкретную команду. После входа через интро Линей следует сразу использовать резонанс скилл, чтобы добрать оставшиеся очки оверфлоу. Оверфлоу может хранить до 130 очков и накапливается через различные действия: Basic Attack, Резонанс Skill, Mid-Air Attack, Dodge Counter и Intro Skill. Когда шкала Overflow полностью заполнена, Линей получает доступ к своей ключевой механике — Spark Collision, которая открывает ее основной уронный режим. Перед конвертацией Overflow настоятельно рекомендуется использовать Резонанс Liberation, Prismatic Overblast. Это второй по силе источник урона у Линей, но главное, он дает всей команде 24% All DMG бонус на 30 секунд. Баф применяется мгновенно и почти не увеличивает время пребывания Линей на поле, поэтому Liberation является обязательной частью каждой ротации. После этого Линей выполняет Spark Collision, заживая Heavy Attack. Во время зарядки Overflow конвертируется в Lumiflow в соотношении 1 к 1, 15 очков каждые 0,2 секунды. Полная зарядка занимает 1,6 секунды, при этом Линей невосприимчива к прерыванию. Урон при отпускании Heavy Attack зависит от количества накопленного Lumiflow. Для оптимальной игры всегда следует добирать максимальный Lumiflow, так как это также переводит Линей в состояние Kaleidoscopic Parade. В состоянии Kaleidoscopic Parade Линей получает новый набор Basic Attacks. Ключевым из них является Polychrome Leap. Прыгая и атакуя в воздухе, Линей тратит 40 Lumiflow, наносит урон Basic Attack, накладывает Photochromic Flux и генерирует 1 стак True Color. Polychrome Leap можно использовать до 3 раз подряд. Его можно прерывать уклонением, и именно он формирует основу ее Parade геймплея. После 3 прыжков Линей получает максимальные 3 стака True Color. Имея 3 стака True Color, Линей может выполнить усиленную атаку в воздухе. Если способность не на кулдауне, это будет Visual Impact, ее сильнейший форте-удар. Он расходует все 3 стака, наносит огромный урон и дает 40 Tune Break Boost всем резонейторам на 30 секунд, выступая одновременно и как финишер, и как мощный командный баф. Если Visual Impact недоступен, Линей использует Iridescent Splash, заметно более слабую версию, которая все равно расходует все True Color.
В оптимальной ротации именно Visual Impact всегда завершает ее on-field. После выполнения финишера Concerto Energy Линей будет заполнена, что позволяет ей выйти с поля через Outro скилл. Outro дает следующему персонажу 15% All DMG Amplification и 25% Resonance Liberation DMG Amplification, благодаря чему Линей особенно ценна для DPS, чей урон сильно завязан на Liberation. Дополнительно она усиливает команду через баф от Liberation и при наличии через сигнатурное оружие Spectrum Blaster, которое дает до 24% All DMG бонус. Хотя сигнатура не обязательна, она еще больше усиливает и без того мощный баф. Итог геймплея Линей можно свести к простой формуле. Войти через интро, быстро набрать Overflow, раздать бафы через Liberation, конвертировать ресурсы через Spark Elision, выполнить 3 Polychrome Leap, завершить Visual Impact и выйти с поля. Вне боя Линей также предоставляет полезные утилитарные бонусы. Ее Inherent Skill Colors Never Fade увеличивает объем Energy Tank у Expedition Motorbike на 600, позволяет дольше использовать Speed Boost при исследовании Лохай-Рой. Кроме того, в состоянии Kaleidoscopic Parade ее роликовые коньки позволяют передвигаться быстрее обычного бега, а также дают доступ к Optic Camo вне боя, позволяя приближаться к врагам, не привлекая их внимания.